Всем привет! Начну я с этих двух маленьких крошечных орхидей. А точнее с того, какими они были. Это орхидея Oncidium и орхидея Epidendrum. Я не знаю, какие именно это виды этих растений, так как покупала их на интернет-сайте без названия. Выглядят они совсем маленькими, но при покупке были еще намного меньше. Не считаю эти орхидеи популярными, так как найти информацию о их содержании и опыте выращивания очень сложно. Поскольку это орхидеи и большинство из этих растений могут расти в каменистых породах, то я смело воспользовалась своим методом выращивания. У меня они посажены в безземельный субстрат и на фитильном поливе. Могу предположить, что это низкорослые виды орхидей, потому что настолько медлительно их развитие. А по внешнему виду псевдобульб и наличию деток можно сказать, что это уже взрослые растения. В теплое время года они стояли на улице, без попадания прямых солнечных лучей. Следила за состоянием псевдобульб, так как это нежные декоративно цветущие растения, и боялась их залить. На этом весь уход и заканчивался. Очень выручает выращивание на фитильном поливе, когда не совсем понятно, как именно подступиться к растению. Плотные и несморщенные псевдобульбы растения говорят о том, что все в порядке и влаги хватает. Эпидендрум растит замечательный кейк, который уже успешно наращивает молоденькие и хорошенькие корешки. Значит, тоже все развивается своим чередом. Но настолько медленно все это происходит, что, не выдержав, я все-таки заглянула, что происходит в горшках. А заодно и отделила у Oncidium старую псевдобульбу. Порадовалась новой и молоденькой псевдобульбе. И какие замечательные корешки у нас наросли. Полюбовалась, какой замечательный кейк у эпидендрума, и посадила растение обратно. Если у растений здоровый вид и хоть и медленно, но происходит хоть какое-то развитие, то нет никакой необходимости менять условия выращивания. Уже 4 месяца эти растения стоят на подоконнике, и никакого дополнительного полива, без дополнительного освещения и никаких особых условий содержания, никакого ухода. Уже и вода позеленела, но по влажному нижнему слою субстрата понимаю, что фитиль работает. У эпидендрума и Oncidium нет определенного периода покоя, и растения продолжают развиваться даже сейчас. Эпидендрум выглядит бодренько и уже почти кустик. А Oncidium решил порадовать еще 2 новыми псевдобульбами. И никакого ухода. Растут себе и растут. И так же, как и орхидеи, которые постоянно под присмотром и стоят на стеллаже и регулярно досвечиваются. Всем пока и до новых встреч. И пусть растения вас только радуют.